Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. Сегодня я хочу вам рассказать о Моссаде. Наверное, нет таких людей, которые не слышали об этой разведке. И события с пейджерами громко напомнили о ней. Так вот, я хочу вам рассказать о наиболее громких делах Моссада и почему они так известны во всем мире. История спецслужб Израиля берет свое начало в 1929 году, в период британского мандата, за много лет до провозглашения независимого еврейского государства. Конфликт с арабским населением, а также противоречия с британскими властями потребовали проведения разведывательной работы для предотвращения нападения боевиков на еврейские поселения и обеспечения нелегальной эмиграции евреев, создало почву для создания первой еврейской спецслужбы «Шай». После провозглашения государства Израиль в 1948 году спецслужбы были реорганизованы по британскому образцу. В результате появились прообразы современных израильских спецслужб Шабак и Аман в подчинении Минобороны и политического управления при МИДе. Началось создание первых зарубежных резидентур. Многочисленные трения между военными и политическими спецслужбами привели к их реорганизации по американскому образцу в 1951 году. Именно тогда был создан легендарный Моссад, подчинявшийся напрямую премьер-министру и со временем достигший могущества КГБ и ЦРУ. Возглавлявший Моссад в 1952-1963 годах Иссер Харель курировал также и все прочие спецслужбы и превратился в человека номер 2 в государстве. Не пейджерами едиными жив Моссад, но все-таки я кратко расскажу об этой операции. Двое высокопоставленных агентов израильской службы внешней разведки Моссад, недавно ушедшие в отставку, раскрыли некоторые подробности пейджерной атаки, о том, как готовилась и осуществлялась эта операция. Целью операции, которая осуществлялась более 10 лет, было ослабление Ирана. Агенты рассказали, что Хизбалла закупила более 16 тысяч переговорных устройств, часть из которых были использованы против ее боевиков 17 сентября. Они закупили их по хорошей цене, добавили они, отметив, что та не была слишком низкой, чтобы не вызвать подозрения. А для того, чтобы в Хизбалле не догадались, что пейджеры и рации связаны с Израилем, они были реализованы через компании «Пустышки», которые создавались на протяжении нескольких лет и внедрялись в цепочки снабжения. Мы создаем воображаемый мир. Мы крупная продюсерская компания, которая работает по всему миру. Мы пишем сценарии, мы выступаем в качестве режиссеров, продюсеров и главных героев. А мир – это наша сцена. Рации были разработаны для армейских тактических жилетов, но Моссад хотел передать Хизбалле такие устройства, которые боевики и их командиры имели бы при себе все время. Так, в 2022 году агентство начало производство пейджеров, гладких и ярких, которых было удобно хранить в кармане. Хизбалла закупила их у компании Gold Apollo, зарегистрированной в Тайване. Мы проверяли их по много раз, чтобы убедиться, что ущерб для других будет минимальный. Когда главе Моссада Дади Барнеа представили разработку, он был в гневе. Никто его не купит, это слишком крупное устройство. Его неудобно носить в кармане, оно тяжелое. Однако оперативники в итоге смогли убедить шефа разведслужбы, что это именно то, что нужно. Позже на YouTube была запущена реклама, которая представляла его достоинство, чтобы убедить руководство Хизбаллы выбрать именно эти устройства. Они крепкие, пыли и водонепроницаемые, а батарейка служит долго. Также создавались липовые отзывы от покупателей. Это стал лучший продукт среди пейджеров в мире, добавил агент. Служба разведки полностью контролировала производственную цепочку, и у нее было лицензированное партнерство с тайваньской компанией. Все должно было выглядеть по-настоящему. Мы создали шоу Трумана, когда за кулисами мы полностью все контролировали. Но им казалось, что все нормально, на 100% кошерно. Более того, Моссад нанял женщину, торгового агента Gold Apollo, с которой раньше сотрудничала Хизбалла, и продавец понятия не имела, что работает на израильскую разведку. Именно она предложила шиитской группировке бесплатно протестировать новую, более совершенную модель пейджера. К сентябрю 2024 года у командиров и боевиков Хизбаллы было на руках около 5000 пейджеров. Когда появились первые предположения, что Хизбалла может начать что-то подозревать, тогда Барнеа дал зеленый свет началу операции. В 15:30 17 сентября пейджеры по всему Ливану получили уведомление. А весь мир в очередной раз убедился в способностях Моссада. Одной из самых важных операций Моссада стало похищение Адольфа Эйхмана.
нацистского военного преступника, отвечавшего во время Второй мировой войны за окончательное решение еврейского вопроса и непосредственно ответственного за уничтожение миллионов евреев. После войны Эйхман сбежал из тюрьмы и, перебравшись из Европы на Ближний Восток, в конечном итоге обосновался в Аргентине, где жил под вымышленным именем Рикардо Клемент. И в 1960 году израильские спецслужбы получили информацию о его местонахождении. Опасаясь, что открытое дипломатическое требование выдачи может привести к его очередному исчезновению, Моссад с ведома премьер-министра организовал похищение Эйхмана и его вывоз в Израиль. Операцию лично возглавил директор Моссад Иссер Харель. Была собрана команда из 30 человек, включая Хареля, главу Моссада, чтобы вернуть его в Израиль. Многие из членов команды были пережившими Холокост, которые потеряли семью и друзей от рук нацистов. После дополнительной разведки группа разработала план похищения Эйхмана. Ночью 11 мая 1960 года, когда Эйхман вышел из автобуса по пути с работы домой, на него напали, затолкали в ожидавшую его машину и отвезли в безопасное место. После 9 дней пребывания в конспиративной квартире члены Моссада и Эйхман, переодетые в форму экипажа, сели на чартерный рейс авиакомпании «Эль-Аль», который доставил их обратно в Израиль. Первоначально самолет доставил израильскую делегацию в Аргентину для участия в праздновании 150-летия независимости страны. После приземления в Израиле Эйхмана повезли на опознание людям, которые встречали его до Холокоста. Через 2 дня после прибытия в Израиль Давид Бен-Гурион публично объявил о поимке Эйхмана. Впоследствии Эйхман предстал перед судом в Иерусалиме, был признан виновным по 15 обвинениям и в конечном итоге казнен через повешение. Похищение Эйхмана было не единственной операцией против скрывавшихся от наказания после Второй мировой войны нацистов. По некоторым оценкам, израильские спецслужбы уничтожили более 1000 человек, причастных к осуществлению Холокоста. При этом известно несколько случаев, когда сотрудники израильских спецслужб отпускали бывших нацистов взамен на ценную разведывательскую информацию. Еще одной из самых нашумевших операций Моссада стала операция «Гнев Божий» в 1972 году. Эта операция была ответом на теракт на Олимпийских играх в Мюнхене, в результате которого были убиты 11 израильских спортсменов. Эта операция была ответом на теракт на Олимпийских играх в Мюнхене, в результате которого были убиты 11 израильских спортсменов. 5 сентября 1972 года террористы, вооруженные автоматами Калашникова, пистолетами и гранатами, ворвались в квартиры, где поселились израильская команда. Безоружные спортсмены, тем не менее, пытались сопротивляться, и 2 из них, судья по борьбе Моше Вайнберг и тяжелоатлет Йосиф Фромано, при этом погибли. У террористов оставалось 9 заложников. Сразу после захвата заложников Израиль предложил подключить к их освобождению свои спецподразделения, обладавшие необходимым опытом. Однако западногерманская сторона решила обойтись собственными силами, направив в Мюнхен полицейские части. Во время штурма все заложники и 5 из 8 террористов погибли. Несмотря на последующее обращение правительства Израиля к мировому сообществу с требованием принять соответствующие резолюции и начать мировую войну с террором, большая часть стран ограничилась выражением соболезнования. Более того, 3 арестованных террориста были отпущены на свободу уже через несколько недель в результате ультиматума, поставленного правительству ФРГ захватчиками рейса Люфтганза. После трагедии премьер-министр Израиля Голда Меир отдала приказ о проведении операции, которая включала в себя поиск и уничтожение тех, кто был причастен к этому теракту. Легендарная фраза «посылай мальчиков» стала символом этой операции, отражая решимость израильского правительства отомстить за гибель своих граждан. Разведка получила данные о 17 организаторах, и группа Моссада под кодовым названием «Штык» начала преследование видных членов «Черного октября», ФАТХ и Организации освобождения Палестины, базирующихся в Европе. Моссад действовал настолько стремительно, что уже к середине 1973 года 13 из 17 человек были ликвидированы. Ни один из организаторов не ушел от возмездия. Последнего из них нашли в 1991 году, когда после событий в Мюнхене прошло уже 19 лет. Об операции «Опера» в 1981 году.
Местоположение Израиля, окруженного не самыми дружественными странами, обязывает следить за тем, чтобы враждебные страны не получили ядерное оружие. Сегодня уже мало кто помнит о том, что у Ирака во времена правления Саддама Хусейна была своя ядерная программа. Иракцам даже удалось построить свой реактор «Асирак». Хусейн заявлял, что речь идет о том, что его страна нуждается в атомной электростанции, и разработка носит исключительно мирный характер. Но у Моссада была своя точка зрения. Именно он сыграл ключевую роль в сборе разведывательной информации о иракском ядерном реакторе, что позволило израильским ВВС уничтожить его в ходе авиаудара. Примечательно, что за 2 года до этого на французском складе были разрушены 2 энергоблока, которые хотели отправить в Ирак. Так что Моссад проводил операции даже на территории Европы, когда речь шла о безопасности Израиля. Коротко о самой операции. Военная операция под кодовым названием «Опера» по уничтожению ядерного реактора под Багдадом известна также под названием «Вавилон». Многие детали этой сверхсекретной операции спустя десятилетия неизвестны даже узкому кругу специалистов. История вопроса такова. В конце 1970-х годов Ирак приобрел у Франции ядерный реактор. Он был доставлен в Ирак и размещен в ядерном комплексе Аль-Тувайта под Багдадом. По данным Моссада, который со времени первой каденции Ицхака Рабина на посту премьер-министра Израиля внимательно отслеживал все этапы иракской ядерной программы. Реактор в Аль-Тувайта предназначался для производства плутония. В июле 1981 года реактор должен был вступить в строй. Израиль не мог допустить ситуации, при которой Ирак обладал бы ядерным оружием, представлявшим непосредственную угрозу еврейскому государству, самому его существованию. Поэтому премьер-министр Менахем Бегин принял решение о проведении военной операции по уничтожению реактора в Аль-Тувайта. Июнь 1981 года был последним сроком проведения операции «Вавилон» или «Опера». Излишне говорить, что операция была сверхсекретной. Руководил операцией лично премьер-министр Менахем Бегин. Операция была запланирована на вторую половину воскресенья 7 июня. Для участия в операции было выбрано 8 ударных бомбардировщиков F-16A и 6 самолетов прикрытия F-15A. Пилотом одного из самолетов F-16A, участвовавших в операции с бортовым номером 243, был Илан Рамон, ставший впоследствии первым израильским космонавтом. Он погиб 1 февраля 2003 года на космическом корабле «Коламбия». В воскресенье 7 июня 1981 года 14 самолетов израильских ВВС стояли в ожидании сигнала от премьер-министра о начале атаки на взлетно-посадочной полосе авиабазы Эцион с работающими двигателями и до последней минуты продолжали дозаправляться, чтобы взлететь с максимальным количеством топлива. Сигнал о начале атаки был получен в 15:55 по израильскому времени. Самолеты взяли курс на Багдад. Около 7 часов вечера иракский ядерный реактор «Асирак» был уничтожен, и израильские самолеты без потерь вернулись на авиабазу Эцион. Реакция мирового сообщества не заставила себя ждать. ООН принял резолюцию, осуждающую Израиль. США приостановили поставку оружия в еврейское государство, но при этом ведущая американская газета «Таймс» на следующий день после бомбардировки реактора написала, что разбомбив иракский ядерный реактор, Израиль оказал услугу мировому сообществу. Имена израильских летчиков, участвовавших в операции «Вавилон», до сих пор держатся в секрете. Известно только имя Илана Рамона. И если говорить о ядерной угрозе, у меня на канале есть видео о похищении ядерного архива из Ирана в 2018 году. Там я подробно об этом рассказываю. Ссылку поставлю в описании. Операция «Ноев ковчег», 1969 год. Через некоторое время после того, как в июне 1967 года Израиль одержал победу в шестидневной войне, очевидной стала его уязвимость на море. Разработки израильских противокорабельных ракет «Габриэль» начались еще в 1955 году. В конце 50-х годов к работе по их созданию подключилась военная авиационная компания IAI. А в 1962 году, после переговоров между премьер-министром Израиля Давидом Бен-Гурионом, заместителем министра обороны Израиля Шимоном Пересом и канцлером ФРГ Конрадом Аденауэром, созданием катеров занялась военная фирма из Бремена Лурсен Верфт. В основу новых катеров СААР
водоизмещением 220 тонн легли чертежи немецкого торпедного катера «Ягуар». Вплоть до шестидневной войны влиятельные мировые государства то поворачивали спиной к Израилю, то возобновляли сотрудничество в зависимости от политической конъюнктуры. Начиная с 1948 года молодое еврейское государство выступало на международной арене в роли маргинала, поочередно сотрудничая с СССР, США, Великобританией и Францией, и в то же время регулярно попадая под эмбарго со стороны этих стран. К Израилю относились как к интересному национальному проекту, который долгое время не протянет. Большинство государств не хотело портить отношения с арабами, считая, что Израиль исчезнет с карты земли, а арабский мир останется. Поэтому канцлер Аденауэр, который искренне желал загладить вину немецкого народа перед евреями, согласился на строительство израильских катеров в Германии, только при сохранении секретности данного проекта. Однако, после того, как Израиль получил первые 3 катера «Саар», информация об этом просочилась в американские СМИ. Германия отказалась продолжать сотрудничество, но не возражала против того, чтобы катера были достроены в другом государстве. В 1965 году французская верфь, принадлежавшая французскому промышленнику Феликсу Амио, начала строительство 12 катеров. Примерно 200 израильских специалистов приехали в Шербург. Руководил проектом бригадный генерал Мордехай Лимон, уроженец белорусского города Барановичи. В то время было периодом активного сотрудничества Израиля и Франции. Франция обеспечивала до 75% всех поставок оружия еврейскому государству. Французские судостроители испытывали нехватку заказов, поэтому построили первые 2 катера уже весной 1967 года. Но в шестидневной войне эти катера не приняли участие, так как Израиль не успел их вооружить. За 3 дня до начала войны, 2 июня 1967 года, президент де Голль, заигрывая с арабским миром, объявил о том, что Франция отказывается продавать наступательное оружие Израилю. Однако на катера это не распространялось, и 2 «Саара» отправились в Эрец-Исраэль осенью того же года. Однако далее ситуация обострилась. 26 декабря 1967 года боевики Организации освобождения Палестины напали на израильский авиалайнер в Афинском аэропорту. Израиль ответил на этот теракт через 2 дня. Израильские командос уничтожили 13 ливанских самолетов в аэропорту Бейрута. У Франции всегда были более теплые отношения с Ливаном, чем с Израилем, и де Голль ввел полное эмбарго. 4 января 1969 года экипажи еще 3 достроенных катеров вышли в море под израильским флагом, что не на шутку разозлило министра обороны Франции. Он обратился к Мордехаю Лимону с вопросом, куда делись катера, на что тот сообщил, принадлежавшие Израилю катера получили приказ следовать в Хайфу. Было незамедлительно проведено служебное расследование. Жители города и специалисты судоверфи говорили о том, что об эмбарго им никто не сообщал, а директор верфи сообщил, что информация о введении полного эмбарго поступила к нему только 6 января. Все это подтверждалось документами местной почтовой службы, и раздосованным чиновникам из военного ведомства Франции не оставалось ничего иного, как установить усиленную охрану над оставшимися 5 катерами. Но французы недооценили хитрость евреев, которым все же удалось угнать «Саары». Сделано это было по ближневосточной традиции в канун религиозного праздника, когда бдительность населения и армии усыплена. И если на Востоке военные операции часто начинались в канун или на исходе иудейского Йом-Кипура, то угон катеров из французского порта произошел в ночь перед Рождеством. В ноябре 1969 года в Шербурге появился человек, который назвался Мартином Симом, судовладельцем из Норвегии. Он прибыл к руководителю верфи Феликсу Амио и заявил о желании купить оставшиеся катера. По словам Сима, его панамская компания нуждается в подобных катерах для разработки нефтяного шельфа возле Аляски. Феликс Амио и французское правительство несказанно обрадовались норвежскому судовладельцу и заключили договор о купле-продаже катеров. Если бы французские спецслужбы были более проворными и трудолюбивыми, то они навели бы справки и узнали, что компания зарегистрирована в Панаме совсем недавно, а Мартин Сим имеет хорошие связи в израильском судостроительном бизнесе. Но желание поскорее продать катера замылило глаза французам. В Иерусалиме это чувствовали и даже начали фиктивные торги.
Израильское правительство потребовало компенсацию за катера, а буквально через пару часов после этого Мартин Сим заявил, что выкупит САРы за стоимость на 5% превышающую компенсацию, требуемую евреями. Все это подтолкнуло Францию к скорейшему заключению договора с Симом. Через некоторое время в Шербур приехало около 50 моряков-норвежцев. Все они были голубоглазыми блондинами. Цааль постарался тщательно отбирать участников для этой операции, которая носила название «Ноев ковчег». Еще часть угонщиков прибыла в Шербур под видом израильских туристов. Если бы полиция задалась вопросом, зачем в Шербур приехало такое количество израильтян, то операция, возможно, была бы провалена. Но французскую полицию это не волновало, как не волновало и то, что часть норвежцев говорила между собой на иврите. Моссад усыпил бдительность жителей Шербура еще и тем, что часть людей из экипажа катеров, работавшая на судоверфи, с самого начала строительства заказала себе столики и ужин в ресторанах города в сочельник. Евреи, празднующие рождение Христа, дерзкое и даже в чем-то издевательское прикрытие операции. Но тем не менее оно сработало. Помимо этого жителей города постепенно приучили к шуму заводящихся моторов. Моторы заводили в холостую ежедневно на протяжении некоторого времени перед угоном. В ночь с 24 на 25 декабря 1969 года 5 ракетных катеров вышли из Шербура, руководил операцией израильский офицер Эзра Кедем. На берегу в это время стояли Мордехай Лимон и Феликс Амио, который с самого начала был осведомлен о происходящем. Радость от успешного окончания столь дерзкой операции привело Лимона практически в состояние эйфории. Он демонстративно помахивал платочком и не мог сдержать слез. После того, как все тайное стало явным, Мордехай Лимон был выслан из Франции. Феликс Амио признался в участии в операции, но избежал преследования. Французское правительство было в бешенстве и даже уволило часть своих военных чиновников. Официальный Иерусалим признал угон катеров только после того, как они зашли в Хайфу. К началу войны судного дня 12 ракетных катеров типа САР уже стояли на вооружении ЦААЛЬ и успешно проявили себя во всех боевых действиях 1973 года. И таких операций при участии Моссада не перечесть. Это и операция «Дамоклов меч» о предотвращении создания баллистических ракет Египтом, и угнанный самолет с иракским летчиком Муниром Редфа, завербованным Моссадом, и операции против иранских ученых, и многочисленные устранения врагов Израиля. Конечно, не о всех операциях мы знаем, не всегда Израиль берет на себя ответственность за операции, но все в мире понимают, кто стоит за ними. Моссад стал символом израильской разведки и контртеррористической деятельности, а также предметом обсуждений и споров на международной арене. Про последние крупные ликвидации в 2024 году я рассказывать не буду, но мы понимаем, что без действия уникальной разведки этого бы не случилось. Моссад показал всему миру, что у Израиля длинные руки, и любой, кто желает навредить Израилю, не защищен ни на земле, ни под землей. Насралла и Исмаил Хани и другие безвременно почившие тому пример.